Глава 140. Селянь со вздохом повернулся. Ох, я как раз хотел кое с кем поговорить, но сейчас сеть духовного общения верхних небес разрушена, а я позабыл пароли других чиновников. Захочешь связаться, и не выйдет. Фуя, ты не припоминаешь чего-нибудь пароля. Просто чтобы передать сведения о моем местонахождении и вызвать кого-нибудь на подмогу. Он говорил совершенно естественно и так убедительно, что мрачные тучи рассеялись с лица Фуя, однако он небрежно ответил: «Не знаю никаких паролей». Сейчас в чертогах верхних небес воцарился хаос, все слишком заняты. Лучше мы сами займемся своими делами. Как вдруг Хуачен чуть поодаль произнес: «ГГ, этот мальчик 2 дня ничего не ел, у него жар». Селянь подошел к Гуцзы и сам убедился, что у ребенка лоб такой горячий, что можно пожарить яйцо. Он тут же схватил Цзюна за грудки и накинулся с вопросом: «Ты как за ребенком смотрел?» Тот, весь перемазанный кровью, сплюнул и заголосил: «Я же не его настоящий отец». И уже проявил великое милосердие тем, что не сожрал. Запиши это как подвиг на мой счет, как я погляжу, ты не сожрал его лишь потому, что у ребенка жар, и он стал невкусным. Тут вмешалась Ланчан. Поколебавшись секунду, женщина спросила: «Ребенок болен?» «Может, я его посмотрю?» Когда рухнула крыша хижины, упавшей балкой женщине разбило лицо, которое теперь опухло. Но все же Ланчан пожалела ребенка, подползла к нему и взяла на руки, трогая ладошкой лоб. Видимо, она собиралась снять жар при помощи инского холода собственного тела. Фуя одной рукой держал закутанный в желтые талисманы шар, дух нерожденного. Юноша подошел к Ланчан. «Пора идти». Ясное дело, Ланчан не желала с ним отправляться, но делать нечего, Фуя пленил ее сына. Селянь обратился к юноше: «Постой, пока останьтесь здесь». «Фуя, ты можешь связаться со своим генералом?» Тот посмотрел на принца. «Зачем тебе, Селянь?» Колеблясь, начал. По правде говоря, на слове «говоря», он внезапно атаковал, молниеносно заблокировал обе руки Фуя одной своей, а после закончил фразу: «По правде говоря, я уже знаю, что он натворил». Фуя оказался пленен из-за собственной секундной невнимательности, и теперь удивление перемешалось в его голосе с гневом. «Ты? Это подлость? Нет, нет. Я полагался исключительно на реальную силу. Можешь попробовать схватить меня таким же способом и посмотреть, получится ли». Хуачен вежливо похлопал в ладоши. «Поддерживаю». Фуя от злости чуть не закатил глаза. «Тогда ты должен отпустить меня, чтобы дать попробовать», Селянь совершенно серьезно заметил. «Попытаешься в следующий раз, если представится возможность. Сейчас есть более важное дело». «Фуя, могу ли я попросить тебя помочь мне уговорить своего генерала для начала вернуться в чертоги верхних небес, вернуться?» Фуя прошипел, с трудом подавляя гнев. «Легко сказать. Если бы ты сам оказался в подобной ситуации, ты бы избрал вернуться. Что бы ты ответил на уговоры? Вернуться и дожидаться несправедливого обвинения, а затем и приговора. Вернуться и дожидаться смерти. Не стоит так нервничать. Я не пытаюсь язвить, а говорю серьезно. Ситуация с твоим генералом отличается от моей. В его положении все еще можно исправить. А вот побег как раз наихудшее решение, и сейчас уже многие небесные чиновники готовы вынести ему приговор без суда. Если ты можешь связаться с ним, скажи, что я готов помочь ему в расследовании инцидента». Фуя застыл. «Ты поможешь в расследовании?» «Да». В подобных вещах у меня, можно считать, накопился опыт. Во всяком случае, больше, чем у него. «Ваше Высочество, позволь спросить, а не припомнишь ли, скольким небесным чиновникам ты помог в расследовании их проблем, вернувшись на небеса? И который из тех, кем ты интересовался, не оказался в итоге в плачевном положении?» Селянь тихо кашлянул и ответил: «Это другое. И дело вовсе не во мне. Если он действительно не совершал ничего подобного, разумеется, я могу помочь ему оправдаться». Фуя так разозлился, что ему стало смешно. Он перебил: «Ну, хватит. У тебя с ним личные счеты,
и это известно всем. Поможешь ему в расследовании? Удастся ли ему тогда восстановить доброе имя? Если хочешь добить лежачего да посмеяться над ним, то так и скажи, не строй из себя невесть что. Хуачен слегка помрачнел, слушая его выпады. Он немного помолчал, потом усмехнулся. Ладно, ГГ. Такие люди не отличат зло от добра. К чему тратить на них слова? Кто-то от природы уродился диким слепым волком и привык всю жизнь оценивать благородные поступки с точки зрения подлеца. Может статься, в итоге выяснится, что он действительно в чем-то замешан. Если не верит, не трать на него силы. Пусть мучается сам. Фуя взглянул на него и съязвил. Ребенок, Хуачен вернул ехидное замечание старицей, младший служащий, лицо Фуя чуть перекосило. Селянь, не ослабляя захвата, мягко произнес: вот что, это разные вещи, не надо смешивать частные и служебные дела. Есть ли между нами личные счеты, это одно. Совершил ли он злодеяние, это совсем другое. Муцин такой человек, пускай он мелочный, мнительный, с ужасным характером, слишком много надумывает, постоянно язвит, любит брюзжать, долго помнит малейшую обиду, часто кого-то задевает, многие его ненавидят, у него совсем нет друзей. На одном дыхании высказав целую тираду без малейшей запинки, Селянь подвел итог. Но я все-таки знаком с ним с юности и знаю, что у него есть принципы, через которые он не переступит. Селянь продолжал: он, возможно, плюнет в чай тому, кто ему не по нраву, но уж точно не станет подсыпать яд. Хуачен бесстрастно заметил: правда. Но и это довольно мерзко. На лбу Фуя даже вздулись вены. Нет. Плевать в чай он тоже не стал бы, Селянь, тогда подсыпал бы слабительного снадобья. Фуя, будто с трудом сдерживался, прошипел: тебе обязательно описывать его именно таким примером. Не понимаю, ты заступаешься за него или хочешь очернить, Селянь ответил: прошу прощения, просто сразу не пришло в голову ничего более подходящего. Фуя дернулся, но вырваться так и не смог, и тогда настороженно спросил: так значит, ты только что донес сведения до чертогов верхних небес? Селянь искренне и с чувством ответил: пока нет. Только поговорил кое с кем. Не волнуйся, я не причиню вреда твоему генералу. Если он действительно не желает возвращаться, может присоединиться ко мне, и будем действовать сообща. Так у него появится свидетель, который сможет подтвердить его действия по мере расследования. Иначе он ничего не докажет, и все станет только хуже. Внезапно за их спинами раздался бесстыжий хохот. Это Цижун, уставившись на Ланчан, вдруг будто обезумел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А я все думал, кто это такая. Да ведь это же юная госпожа Цзянь-Лань. Ланчан держала на руках Гуцзы и сбивала ребенку жар, но при этом крики ее плечи содрогнулись, а глаза широко округлились. «А ты кто такой?» «И откуда ты тоже?» Цижун изумился. «Откуда я знаю?» «Шутишь?» «Да ты была в шаге от того, чтобы называть меня двоюродным младшим братом. Что, выходит, мы оба стали демонами? А кругом так много старых знакомых. Поистине мир наш маленький и людный», хихи, Селянь нахмурился. «Цижун, какая муха тебя укусила? Кто такая Цянь-Лань? Эй, мой царственный брат, я все в толк не возьму, ты ослеп или дураком притворяешься? Посмотри-ка повнимательнее, кто это. Ведь это первая завидная невеста нашего государства Синьлэ, юная госпожа Цзянь-Лань. Вся семья, сплошь чиновники да купцы, не представляешь, каким влиянием они обладали. Внешностью она не блистала, но каждый раз ни один список красавиц и умелец Синьлэ не обходился без ее имени. Горделиво настолько, что глаза росли на макушке, на всех смотрела свысока. А еще она чуть не вошла в императорскую семью в качестве невесты принца, что взгляд Селяня невольно метнулся к лицу Ланчан. Давным-давно государь и государыня в самом деле желали избрать ему невесту, даже пригласили огромное множество тщательно подобранных девушек во дворец на пиршество, чтобы принц посмотрел на них и выбрал ту, что приглянется. Но в юности Селянь всем сердцем стремился к постижению пути самосовершенствования
и на том перу лишь прошелся мимо девушек и сразу покинул зал. Он совершенно не помнил ни лиц, ни имен, разве он мог теперь кого-то из них узнать? Лань Чан вперилась глазами в Фуя, но тот холодно фыркнул. Это уж не мой генерал разболтал. Этот демон — выходец из государства Синьлэ, и наверняка лично видел тебя. Селянь же посмотрел на Хуачена, но тот не выказал и тени удивления, видимо, уже был об этом осведомлен. Тогда Селянь вернулся к Лань Чан и пробормотал: «Ты правда когда-то», но женщина мигом закрыла уши руками и запричитала: «Не говори. Не говори этого. Не надо называть меня тем именем. Я уже давно взяла себе другое». Селянь вначале замер, а потом опустил руки и вздохнул. Когда-то дочь благородного рода, сегодня продажная демоница. Она сменила имя, видимо, боясь, как бы родня в загробном мире ее не устыдилась. И теперь не хотела признавать, что стала той, кем стала. Эта женщина в прошлом принадлежала к его последователям, к его народу. Как тут не вздыхать? Селянь неожиданно почувствовал ладонью тепло. Опустив взгляд, он увидел, как Хуачен, даже не глядя на принца, взял его за руку. Он до сих пор пребывал в облике ребенка, и температура его тела оставалась низкой, но все же, когда маленькая холодная ручка коснулась Селяня, от нее исходило тепло. Цзэжун, однако, не собирался проявлять ни капли сострадания и только зацокал языком. Вот не ожидал, что юная госпожа Цзянь-Лань, что когда-то взирала на всех с недосягаемой высоты, станет такой старой и уродливой. Мне и раньше казалось, что внешне ты так себе, а теперь, смотрю, мои глаза меня не подвели, и в самом деле зрелище на любителя. Заодно спрошу, от кого ты родила своего ублюдка? От столь бесцеремонных речей лицо Цзянь-Лань слегка побледнело. Цзэжун не унимался: неужели от моего царственного братца? Нет, нет, у братца моего, мне думается, вовсе не стоит. Поэтому он и строит из себя святошу, притворяется целыми днями, что помыслами чист, и женщины его не привлекают. Куда ему сыновей зачинать? Ой, как я мог позабыть? После падения Синьлэ тебя ведь продали в одно местечко, а значит, ребенок, отродье простолюдина из Юнань, Селянь, не в силах больше слушать, собирался подойти и заткнуть Цзэжуну рот, но Цзянь-Лань вскипела раньше принца, со свистом отвесила пощечину и забранилась: «Что ты болтаешь своим грязным ртом?» У Цзэжуна от удара хлынула носом кровь, он вытаращил на женщину глаза. Рангом всего-то скверная или зверская, а на большее негодная дрянь, как смеешь ты бить меня, почти непревзойденного. Цзянь-Лань плюнула ему в лицо, схватила за шею и с громкими хлопками влепила еще пару пощечин. Какой еще, к чертям собачьим, почти непревзойденный? А ты не дурак себе на лицо золото налепить? Что за ерунда, разве ты годишься на то, чтобы ставили тебя в один ряд с тремя непревзойденными? Чем ты это заслужил? Бесстыдством. И как раз тебя я и смею бить. Ее слова задели Цзэжуна за больное, и он тоже вышел из себя, заплевавшись: «Мерзкая тетка, убери свои куриные лапы. Я брезгую». Буэ-э-э. Они сцепились в дерущийся ком, однако тумаки летели только со стороны Цзянь-Лань, ведь Цзэжуна связала Жайо, и тот, не в силах ответить, взвыл: «Селянь, а что же ты теперь не разнимаешь драку? Где твое сердце святого?» Принц одной рукой скрутил Фуя и, опустив голову, говорил с Хуаченом, поэтому будто не слышал его причитаний. Цзянь-Лань, наградив Цзэжуна пинками, со злостью в голосе и покрасневшими глазами прикрикнула: «Я бы согласилась отдаться на поругание простолюдинам, чем позволить такому ничтожному червяку, как ты, притронуться ко мне хоть пальцем. Ты никчемная, никому не нужная дрянь. И еще смеешь кого-то называть простолюдином. И кто же здесь простолюдин?» Цзэжун переполнился гневом: «Я никому не нужен. Это я никчемный. Да какое право имеешь ты, прогнившая до костей продажная девка, так меня ругать? А если не простолюдины, то кто еще мог на тебя позариться? А ну стой! Положи булыжник». В самый разгар избиения с небес раздался оглушительный грохот.
Не сговариваясь, все присутствующие подняли головы. Фуя процедил: «Ты же сказал, что никому не доносил, и вы просто поболтали». Хуачен, чуть нахмурившись, хмыкнул: «Явился без приглашения». Ночное небо заполнил раскат грома, такой, что все на секунду закрыли глаза. А открыв вновь, увидели, как к ним широким шагом приближается небесный чиновник, высокий и стройный мужчина с длинным луком за спиной. «Ваше Высочество», — Селянь опустил широкий рукав и незаметно заслонил Хуачена собой. «Фэн Синь, что ты здесь делаешь?» Фэн Синь быстро оказался перед принцем. «Ты вдруг перестал отвечать, и я попросил служащих, чтобы нашли твое местоположение по колебаниям магических сил». Он нахмурился. «Что здесь творится? Что за разруха? Ты с чем-то столкнулся?» Селянь собирался ответить, но тут Фэн Синь увидел Фуя, а следом и Хуачена за спиной принца. Картина вышла за рамки его ожиданий. Словно не зная, чему удивляться больше, Фэн Синь начал, что в итоге он все же указал на Хуачена. «Что это за ребенок?» Селянь неловко улыбнулся. «Миленький, правда?» Фэн Синь выпучил глаза, глядя на Хуачена, который нисколько не подходил под определение, данное селянем, и с сомнением переспросил: «Миленький?» «Постой, почему он кажется мне особенно похожим на...» Селянь беспечно перебил: «На моего сынишку, да, Фэн Синь». «Когда у тебя успел родиться сын?» Селянь улыбнулся. «Пока еще нет. Я имею в виду, если бы родился, то наверняка был бы таким же милым, правда?» Хуачен, держа его за руку, улыбнулся. «Правда?» Селянь: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». «Дева Ланчан, не убегайте!» Фэн Синь тут же развернулся и действительно увидел женщину, которая бросила цижуна и рванула наутек. Не задумываясь, мужчина натянул тетиву и прицелился ей в ноги. Неожиданно, будто бы почувствовав, что мать в опасности, дух нерожденного, который до сих пор был завернут в ворох талисманов в руках Фуя, задрожал, вырвался из плена и с пронзительным бешеным визгом набросился на Фэн Синя. Цзяньлань, кажется, бросилась бежать, не разбирая дороги, лишь в приступе паники, но, услышав этот вопль, немедля вспомнила о плененном сыне. Она развернулась и в отчаянии закричала. Цацо. Селянь впервые услышал имя духа, как оказалось, его зовут Цацо. Стрела Фэн Синя сменила направление и полетела в белоснежный сгусток. Раздался треск, дух нерожденного несколько раз перекувыркнулся в воздухе и отскочил к ближайшему дереву. Все увидели, что стрела зажата у него в зубах, а также смогли разглядеть его облик. Чем называть его не сформировавшимся ребенком, лучше сказать «маленький уродливый монстр». Кожа на тельце бледная, будто выкрашена белилами, глаза необычайно большие и сверкающие жутковатым блеском, на макушке редкий желтоватый пушок, между двумя рядами заостренных зубов зажата стрела. Увидев, что к нему приближается Фэн Синь, дух с треском сживал стрелу в мелкую стружку, да еще громко выплюнул сверкающий холодом наконечник, вонзившийся возле сапог небожителя. А после, подобно змее, высунул длинный и тонкий темно-красный язык, будто бросая вызов противнику. Фэн Синь без лишних слов наложил еще стрелу на тетиву, целясь в тварь. Дух нерожденного, словно ящерица, пробежался по стволу дерева вверх-вниз, проявляя чудеса гибкости. Неудивительно, что Фуя никак не удавалось его схватить. Цзяньлань взволнованно вскрикнула: «Не думай биться с ним, скорее беги!» Только родная мать могла проявлять подобную заботу о монстре, который с первого взгляда вызывает у других страх и отвращение. Фэн Синь прицелился и спустил тетиву. Стрела отправилась в полет, пригвоздив к дереву коротенькую ножку духа, который пронзительно взвизгнул и застыл на месте. Цзяньлань как сумасшедшая бросилась к ребенку и потянулась выдернуть стрелу, но из-за слишком низкого собственного уровня не смогла коснуться древка, руку оттолкнула прочь вместе со снопом огненных искр. Женщину отбросила на пару шагов, и все же она снова попыталась схватить стрелу, высекая фонтаны искр. Фэн Синь убрал лук и подошел к ним. «Ну все, пора возвращаться. Хватит добавлять нам работы». Цзяньлань снова отбросила прочь от стрелы,
а, услышав его голос, женщина всем телом содрогнулась, не смея пошевелиться, только в попыхах отвернулась. Фэн Синь же развернул ее и спросил снова: «Цзянь-Лань, Селяня посетила нехорошее предчувствие?» Он озадаченно спросил: «В чем дело?» Цзянь-Лань опустила голову и пробормотала: «Ты обознался». Но Фэн Синь возразил: «Что ты такое говоришь? Как я мог обознаться?» «Да, ты изменилась, но разве я мог не узнать?» Тут он запнулся. Поскольку прежде он действительно не узнал Цзянь-Лань в образе Лань-чан, под толстым слоем косметики на лице и дорожной пыли на одежде. Винить его в этом нельзя. Фэн Синь остался таким же, каким был, не изменился нисколько, но перемены с Цзянь-Лань произошли слишком разительные. Облик, макияж, манеры, речь, характер. Смогли бы узнать любимую дочь родные отец и мать, окажись они сейчас здесь, еще большой вопрос. Фэн Синь после недолгого молчания произнес: «Это ты. Это правда ты. Я не ошибся, это ты. Я думал, ты вышла замуж и прожила хорошую жизнь. Как же ты? Как же ты стала такой, как сейчас?» Как вдруг Цзянь-Лань резко оттолкнула его и выругалась. «Да чтоб твою мать!» Фэн Синь отшатнулся на несколько шагов, не в силах вымолвить ни слова. Цзянь-Лань, продолжая отпихивать его крепкими ударами в грудь, разразилась бранью: «Сказано же, что я не какая-то там черт знает кто. Ты что, не понимаешь человеческого языка? Ты больной, а?» Еще и трижды повторил: «Это ты, это правда ты, я не ошибся, это ты. Ты что, не мог притвориться, что не знаешь меня? Не мог притвориться, что не узнал? Будь так добр, господин хороший, оставь мне хоть немного чести, ладно?» Неужели так сложно? Теперь она походила на простую базарную бабу, которая настолько отличалась от образа в памяти Фэн Синя, что он оторопело смотрел на Цзянь-Лань, не в силах ничего сказать. Как и Селянь. Только Цзэжун обрадовался больше всех, он покатился по земле с хохотом. «Ха-х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 а, мать моя! Мой царственный брат! Ты погляди, что же это делается! Твой самый преданный пес напялил тебе зеленую шапку». Цзянь-Лань отвесила Цзэжуну несколько жестоких пинков. «Псина! Псина! Это ты более всего похож на пса, как я погляжу». Строго говоря, семья Цзянь-Лань когда-то лишь возлагала на нее надежды о том, что девушку выберут в невесты принцу, но официально она так и не приблизилась ко дворцу, да и наложницей не стала. Поэтому злорадный выпад Цзэжуна не имел под собой никакого основания. Впрочем, Селянь все равно не знал, что в этом случае сказать. Принц никак не ожидал, что Фэн Синь, который без необходимости никогда не заговорил бы с женщиной, к тому моменту дух нерожденного успел сгрызть стрелу, которая его удерживала, высвободился и вновь набросился на Фэн Синя. Секундная неосторожность, и два ряда острых зубов впились в правое плечо небожителя, хлынула неудержимым потоком свежая кровь. А ведь у Фэн Синя рабочая рука именно правая, и для бога войны подобная рана ничего хорошего не несет. Фэн Синь тут же вскинул левую ладонь, чтобы нанести удар, но Цзянь-Лань взмолилась: «Не бей его». Рука Фэн Синя застыла в воздухе, а следом в его голове зародилась страшная догадка. И не только он, все присутствующие подумали о том же самом. Фэн Синь, позволив духу нерожденного подобно пиранье трепать свое плечо, посмотрел на Цзянь-Лань. «А это?